Саду терпелив и милосерден, он друг всех живых существ, у него нет врагов, он умиротворен, строго следует предписаниям шастр и наделен всеми добродетелями. Комментарий Божественной милости Шрилы Прабхупады. Садху, как уже говорилось, является преданным личности Бога, поэтому он всегда стремится дать людям знания о преданном служении Господу, проявляя таким образом свое милосердие. Он знает, что тот, кто не занимается преданным служением, бесцельно проживает свою жизнь. Странствуя по свету, преданный идет от двери к двери и призывает людей: примите сознание Кришны, станьте преданными Господа, не губите свою жизнь, потакая животным инстинктам. Человеческая жизнь дана вам для того, чтобы достичь самосознания, то есть развить в себе сознание Кришны. Так проповедует саду. Недовольствуясь тем, что сумел освободиться сам, он всегда думает о других. Его милость к обусловленным душам не знает границ. Так проявляется одно из его качеств – каруника, великое сострадание к падшим душам. Саду должен обладать неистощимым терпением, ибо проповедуя, он неизбежно сталкивается со множеством противников. Люди гонят и оскорбляют его. Но так как далеко не все обусловленные души готовы принять трансцендентное знание о преданном служении Господу. Они больны, поэтому им не по нраву духовное знание. И саду берет на себя неблагодарный труд убедить обусловленные души в необходимости заниматься преданным служением. Иногда к преданным даже применяют физическую силу. Господа Иисуса Христа распяли на кресте. Харидаса Такура били палками на 22 рыночных площадях. А на ближайшего сподвижника Господа Чайтаньи Нитянанду напали братья Джагай и Мадхай. Но эти преданные Господа терпеливо сносили все оскорбления и муки, памятуя о том, что пришли на землю ради спасения обусловленных душ. Садху милосерден, ибо желает добра всем живым существам, не только людям, но и животным. Сарвадехинам значит все живые существа, воплотившиеся в материальном теле. Материальным телом обладают не только люди, но и другие живые существа. Преданные Господа с одинаковым состраданием относятся к каждому, будь то кошка, собака или дерево. Он старается помочь всем живым существам освободиться из материального плена. Так Шивананда Сена, один из учеников Господа Чайтаньи, даровал освобождение собаке, видя в ней прежде всего душу. Известно немало случаев, когда собаки получали освобождение благодаря тому, что им посчастливилось встретиться с садху, поскольку садху заботится о высшем благе всех живых существ. Но несмотря на то, что садху дружелюбно относится ко всем и никому не питает вражды, люди так неблагодарны, что даже у садху есть много врагов. Чем же друг отличается от врага? В первую очередь, своим отношением к нам. Садху не жалеет сил для того, чтобы помочь всем обусловленным душам освободиться из материального плена. Поэтому у обусловленной души нет друга лучше, чем садху, который указывает ей на путь к освобождению. Садху всегда безмятежен, он спокойно и невозмутимо следует наставлениям священных писаний. Садху – это тот, кто выполняет предписания вед и является преданным Господу. Человек, который действительно следует указаниям шастр, не может не быть преданным, ибо все шастры предписывают беспрекословно подчиняться Верховной Личности Бога. Таким образом, садху называют того, кто, следуя предписаниям вед, занимается преданным служением Господу. Все перечисленные качества присущи преданному. Говорится, что преданный развивает в себе лучшие качества полубогов, тогда как непреданный даже с мирской точки зрения, даже если с мирской точки зрения он хорошо воспитан и образован, в духовном отношении лишен хороших качеств и добродетелей, которые присущи тому, кто достиг уровня трансцендентного самоосознания. Саду терпелив и милосерден. Он друг всех живых существ, у него нет врагов, он умиротворен, строго следует предписаниям шастр и наделен всеми добродетелями. Как зовут Аджата Шатру? Чье это имя? Чье это имя? Как называют Юдиштхиру? Он благожелатель всех. Хотя кто-то проявлял к нему вражду, он при этом, у него не было врагов, он никому не испытывал вражды.
Pandavas were in exile in the forest. Когда пандавы были в ссылке в лесу, So they were staying near to one lake. они остановились рядом с одним озером. And Gandharvas also used to, come to relax on another side of the lake. И на другую сторону, на другой берег озера также приходили отдыхать Гандharвы. Kauravas didn't know that. Куравы этого не знали. The Kauravas wanted to, bring, pain to the Pandavas. Кауравы хотели доставить боль Пандавам. And they decided they'd go for a picnic, on the banks of the lake, so the Pandavas could see how they were enjoying their royal opulence. Они хотели устроить пикник на берегу озера, чтобы пандавы, они, смотря на это, увидели, как они наслаждаются своим царским богатством. Dhritarashtra was worried that it's not a good idea. Dhritarashtra переживал, думал, что это не очень хорошая идея. Something bad reaction will come from Потому что that. придут плохие последствия. But Duryodhana and his brothers, they were determined. Но Дурьёдхана с братьями они были решительно настроены. They wanted to humiliate the Pandavas. Они хотели унизить пандавов. And so they went there, with huge royal opulence, many servants, elephants, and huge feast. И они отправились туда большой компанией, с большими слонами, с богатством, строили там шикарный пир, Their wives, своими женами и так далее. and so they were, having their picnic there. И там они устраивали свой пикник. But that was a place where the Gandharvas. Но в этом же месте отдыхали Гандharвы. And the Gandharva came to them and told them, look, get out of here, this is our place. И один Гандharва подошел к ним и сказал: вы что здесь делаете? Уходите отсюда, это наше место. And the Kauravas said, who do you think you are? You can, we're the Kauravas, we're very powerful. Кауравы сказали: ты кто такой вообще? Мы Кауравы, мы очень могущественны, очень сильны. So like that Gandharva, he was Gandharva leader, he didn't appreciate this behavior of the Kauravas. А это был вожак Гандharвов, и ему не понравилось такое отношение Кауравов. So he brought also many Gandharvas, and they're very, expert fighters. И он привел с собой многих Гандharвов, они были очень могущественными борцами, бойцами. Battle began. Началась битва. And the Kauravas were, getting defeated. И Кауравы уже терпели поражение. So the Pandavas could see this going on. Пандавы все это наблюдали. It was very humiliating for the Kauravas. Для Кауравов это было очень большим позором. And Bhima, he was enjoying. He thought this is very good. Бхима наслаждался, но как здорово. But Yudhisthira, he said no. He said there are relatives. We have to help them. Но Юдхиштхира сказал: нет, они же наши родственники, мы должны им помочь. And he ordered the other Pandavas, you have to cooperate, we have to defeat these Gandharvas. Он приказал другим пандавам: мы должны помочь им победить этих Гандharвов. When between ourselves we're on one side 100 and the other side 5. То есть, когда между нами какие-то отношения, то есть с одной стороны 100, с другой стороны 5 братьев. We have our conflicts. И у нас какие-то свои размолвки происходят. But when any members of our family are attacked, then we have to join together as 105 against the opponent. Но когда нападают на какого-то из членов нашей семьи, мы должны объединиться, и вот в количестве 105 мы должны бороться с противником. So in this way they rescued the Kauravas, they defeated the Gandharvas. Таким образом, они спасли этих Кауравов и победили Гандharвов. Of course, it was also very humiliating for the Kauravas that they had to be rescued by the Pandavas. Конечно, это было также очень унизительно для Кауравов, что вот их спасли Пандавы. But anyway, you see, Yudhisthira, I mean, he didn't have any enmity towards anybody. Но Юдхиштхира, он не питал никакой вражды никому. He was very much
well-wisher of all. Он был доброжелательным каждого. But he always followed the moral principles. И он всегда следовал принципам нравственности. But some had some, you know, some enmity toward him. Но все равно кто-то питал к нему вражду. But he was always equipoised. He was always their well-wisher. Но он всегда сохранял невозмутимость, он всегда оставался их благожелателем. So here the word is used suridam, the words suridam sarvadehinam. Здесь используется слово сухридам. Sarvadehinam. Сухридам сарвадехинам. Surit means friend. Сухрид значит друг. Sarvadehinam means all embodied beings. То есть сарвадехинам значит всех воплощенных существ. Deha means, sarva means all. Сарва значит все. Deha means body. Деха значит тело. No, dehinam, this is Raditali Pradesh. Живых существ. Живые существа, живых существ, много живых существ. Друг, всех живых существ. Да, Радитали Падеш. Родительный падеж. Да? Родительный падеж. Родительный. Родительный падеж. That's like parent, родитель. Это как? Да? Yeah? Yes. Okay. So, Dehinam, of all living beings. Prabhupada, in another place, he mentions that sadhu, a devotee, is he's friend not only of human beings, but all embodied beings. Прабхупада в другом месте говорит, что саду значит доброжелатель не только людей, но всех живых существ. Доброжелатель всех живых существ. It is not that, man are our friends and animals, we'll just cut their throats and eat them. Мы не можем думать, что только люди наши друзья, а животные, мы можем животным перерезать глотки и их есть. There's a conversation in Paris, Prabhupada talking with one cardinal. В Париже Прабхупада беседовал с одним кардиналом. Cardinal Donliu. Кардинал Даниэлю. And they discussed, the conversation is mainly about this point about eating animals. И в основном тема их беседы касалась как раз вот этого момента, есть животных. And Prabhupada is explaining that, in the animal bodies and plant bodies, except they're all spirit souls there. И Прабхупада объяснил в беседе, что и в телах животных, и в телах растений находятся живые существа, души. But therefore, we shouldn't unnecessarily kill animals. Поэтому мы не должны без необходимости убивать животных. Krishna has provided sufficient vegetable, plant and vegetables for human consumption. Кришна обеспечил в достаточном количестве овощами и растениями людей, дав им их в пищу. And Krishna mentions also in Bhagavad Gita, Patram Pushpam Phalam Toyam Yo Me Bhaktya Prayachate Tadaham Bhaktya Paritam Asnami Prayatat Manaha. If one offers me with love and devotion a leaf, a fruit, a flower, I will accept it. И Кришна также в Бхагавад-гите говорит, что если человек предлагает мне с преданностью, с любовью, листок, цветок, плод, воду, я приму. So it's okay to, offer vegetarian items, even though we have to kill some plants to offer. Поэтому это приемлемо предлагать Кришне какие-то растения, растительную пищу, даже если нам приходится убивать эти растения. Not all, no, we don't have to kill all plants. I mean, fruits come from the trees without killing them. Но нам нет необходимости убивать все растения, например, плоды, фрукты, мы получаем их с деревьев, срываем их с деревьев, не убивая при этом деревья. But some you do have to kill.
какие-то растения нам приходится убивать. Jivo jivasya jivanam, one living being is food for another. Живо дживаси дживанам, то есть одно живое существо является пищей для другого. But there are some animals that are vegetarian. Есть некоторые животные, которые вегетарианцы. Like elephant is a vegetarian. Слон, например, вегетарианец. Very powerful. Очень сильный. Can eat 40 kilos of food in one day. Он может за день съедать 40 килограмм еды. Cow is, he's very strong, elephant, very strong. Слоны очень сильные. A cow also vegetarian. Корова тоже вегетарианец. Just eating grass all the time. Корова ест траву постоянно. And producing very nutritious food, milk. Дает очень питательную пищу, молоко. Like mother cow. Мать корова. Bull is working to plow the fields. Father bull. Бык, отец, он работает, пашет в поле. So we don't take a service from our mother and father, and then when they're old, we kill them. То есть мы не можем так поступать, пользоваться услугами своего отца и своей матери, а потом, когда они состарятся, убить их. And our bodies are. They are a monkey also vegetarian monkey. Обезьяны тоже вегетарианцы. Our bodies are more similar to the vegetarian animals. То есть наши тела, они ближе как раз к животным вегетарианцам. Our intestines are long, like theirs. Наш кишечник длинный. Whereas the meat-eating animal has short intestines, so the food can pass, not rotting long in their gut. У животных плотоядных у них кишечник короткий, позволяющий избавляться быстро от токсинов. Our teeth also similar to vegetarian. Наши зубы тоже похожи на вегетарианские. We should chew our food nicely. На зубы вегетарианских животных вегетарианцев мы должны пережевывать пищу тщательно. We don't need these sharp fangs like tigers and lions. Мы не нуждаемся в острых клыках, как у тигров, львов. They're ripping the flesh. Они там разрывают плоть. We don't require. Нам это не нужно. So, vegetarian food is the right food for a human being. Поэтому вегетарианская пища это как раз правильная пища для человека. Krishna also says, Yagya Sishtasena Santa, Muchante Sarvakilvishai, Punjate Tetvakam Papam, Ye Pachanti Atmakarana. The devotees are relieved from sin or karma because they offer their food in sacrifice. И Кришна также говорит, что преданные, они избавляются от греха, от кармы, потому что предлагают свою пищу как жертву. Those who prepare food for their own sense enjoyment verily eat only sin. Те, кто готовит пищу только для своего услаждения, поистине едят один лишь грех. So yes, the devotee is a well-wisher of all living beings, including animals. Так что да, преданные, они благожелатели всех живых существ, включая животных. There's actually a similar statement in the Bhagavad Gita. Есть еще подобное утверждение в Бхагавад-гите. Suridam Sarvadahinam. Who knows that? Кто знает? Huh? Yeah. Бхактарам ягета пасам сарвалокам. Yeah. Suridam Sarvabhutanam. There. Same thing. Bhutanam, Sarvabhutanam, of all living beings. Сарвабхутанам означает всех живых существ. Krishna is the friend and well-wisher of all living beings. Кришна является другом, доброжелателем всех живых существ. The devotees, the sages, преданные мудрецы, who know me to be the supreme enjoyer of all sacrifices and austerities, которые знают, что я выше наслаждающийся всеми жертвоприношениями и аскезами, the proprietor of all the planets and the demigods, я являющийся владельцем всех планет и полубогов, and the friend and well-wisher of all living beings, и другом и доброжелателем всех живых существ. Such devotees, they attain peace from the pangs of material miseries. Те преданные, которые знают это, обретают освобождение от боли материального существования. Because they are sheltered by the
divine energy of the Lord. Потому что нашли прибежище у божественной энергии Господа. Mahatmanas tumam partha daivim prakritim ashrita bhajanti ananya manaso gyatva bhutadim avyayam. Those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine energy. Те, кто не введены в заблуждение иллюзорной энергии, великие души находятся под защитой божественной энергии. They know me to be the supreme personality of Godhead. Они знают, что я верховная личность Бога, Original and inexhaustible. изначальный и неисчерпаемый. So, this prophet, he called the peace formula. И Прабхупада называет этот стих формулой мира. He actually wrote one small essay, which is published as a small booklet, called the peace formula. Он написал даже эссе, статью, которая опубликована в виде небольшой книги под названием «Формула мира». Living beings in the material world are constantly agitated by the interactions of material energy. Живые существа в материальном мире постоянно взбудоражены взаимодействиями материальной энергии. But by recognizing Krishna's position and our position in relationship to Krishna and taking shelter of Krishna, then we can get shelter of Krishna and his internal energy. Но когда мы признаем наше положение и положение Кришны в отношениях с нами, тогда мы принимаем прибежище у духовной энергии. And in this way, we can be peaceful even in the midst of very agitated conditions. Таким образом, мы можем обрести мир, покой даже среди условий, неблагоприятных условий, возбуждающих наше сознание. But we need to constantly, renew that relationship, keep that relationship alive. Нам необходимо постоянно обновлять эти отношения и поддерживать их живыми. So we do it through chanting Krishna's holy names, hearing the instructions of the Lord and the great sages. И мы делаем это посредством повторения святых имен Господа, слушая наставления Господа от Него или от мудрецов великих. Worshipping the Lord, поклоняясь Господу, engaging in His service. Служа Ему. This keeps Krishna always in our consciousness. И это постоянно держит Кришну в нашем сознании. Prabhupada said, if you want to defend a fort, you need a good general. Прабхупада говорил, что если вы хотите взять штурмом какой-то бастион, вам необходим хороший генерал. Бастион? Крепость, бастион. Yeah, defend it against the enemy. И который defend the fort against the enemy, so the enemy cannot capture. Что если наоборот вам нужно защитить эту крепость, защитить от врагов, то вам нужен хороший генерал. So, if we want to defend the fort of our mind against the enemy of Maya, we have to invite Krishna into our mind. Если мы хотим защитить вот эту крепость нашего ума от нападок Майи, то мы должны призвать Кришну в наш ум. Then we'll be well protected. И тогда он будет под хорошей защитой. So here also mentioned how devotees even concerned to deliver even animals. Здесь также говорится, что преданные, они стремятся спасти даже животных. Even plants, actually. Даже растения. Haridas Thakuri said that by loud chanting of Hare Krishna, even immovable living beings like plants and trees can be delivered. Харидас Такур сказал, что благодаря громкому повторению святых имен Харе Кришна даже такие недвижимые растения, как деревья, кустарники, они могут освободиться. And here Prabhupada's mentioning how Shivananda Sen gave liberation to a dog by treating the dog transcendentally. Здесь говорится, что Шивананда Сен даровал освобождение собаке, относясь к ней как к трансцендентному живому существу. You know this story? Знаете эту историю?
No? Some of you know something. Кто-то знает, кто-то нет. Every year the devotees used to go to Puri from Bengal for associating with Lord Chaitanya, especially at Rath Yatra. Каждый день преданные, каждый год преданные ходили в Пури к Господу Чайтанье, особенно на Радха-ятру. Big group. Большой группой. So Shivananda Sen usually he would organize. He was like the manager. И Шивананда Сена обычно он являлся таким организатором, и он как раз организовывал эту группу. And one time they were walking. They would go by foot. И они шли пешком. And one time a dog joined their party. Однажды к ним присоединилась одна собака. And Shivananda, he was feeding that dog prasadam regularly. И Шивананда он регулярно кормил эту собаку прасадом. Even they had to cross over the river by ferry boat. Им даже приходилось пересекать реку на пароме, на лодках. And he paid extra so that the dog could go as well. И ему приходилось сверху платить, переплачивать за то, чтобы собаку можно было тоже переправить на другой берег. So he was a well-wisher of the dog. Все, он был доброжелательным к собаке. And then one day the dog disappeared. И однажды собака исчезла on the way. По дороге. And Shivananda, he felt maybe I made some offense, I treated him badly. И Шивананда думал, может, я как-то обидел ее. And he began fasting. И он начал поститься. And fasted on the rest of the way to Puri. И он постился до самого конца своего путешествия в Пури. But when they reached Puri, когда они дошли до Пури, then he saw the dog sit. When he came in the presence of Lord Chaitanya, they saw the dog sitting next to Lord Chaitanya. Когда они пришли к Господу Чайтанье, увидели его, они увидели, что собака сидит рядом с Господом Чайтаньей. And Lord Chaitanya was throwing this coconut pulp, this white inside part of the coconut. He was throwing to the dog. И Господь Чайтанья, он бросал мякоть кокосового ореха собаке, кормил ее этим. And then in the presence of everyone, the dog took a four-armed form and disappeared, went back to Godhead. И в присутствии всех затем эта собака приняла четырехрукий облик и вернулась к Богу. So it's very merciful, the sadhus, Lord Chaitanya also. Так что саду очень милостивая, и Господь Чайтанья тоже очень милостив. There's a story also. Lord Chaitanya was a boy. Есть история о том, как Господь Чайтанья был мальчиком, маленьким. Nimai. That he and his childhood friends, they found a litter of puppies. That's a group of small puppy dogs. И они с ребятами нашли группу, несколько щенят маленьких. And Nimai, he took the nicest, the best one. И Нимай выбрал самого лучшего. Brought it home. И притащил домой. And his friends came and complained to Mother Sachi that, he's stolen the best puppy. И друзья его прибежали к матери Шачи, стали жаловаться, он самого лучшего щенка уволок. Mother Sachi was shocked. Украл. We are Brahmins, how can you bring a dog into the house? Мама Шачи была в шоке, мы же браманы, как ты можешь тащить собаку в дом? But Nimai said, it's a very nice puppy. I want to keep it. Нимай сказал, как такой милый щенок, я хочу его оставить. But his mother was determined, to get that puppy out of the house. Но мама была настроена решительно и заставила его вынести собаку из дома. Щенка из дома. Not exactly. No, she wanted. Не пустила его. No, okay, wait a minute. When he went she told him, go take your bath in the river and then come back, take lunch with your father. Она сказала Нимаю, иди, соверши омовение в реке и затем возвращайся обедать с отцом. And while Nimai was taking bath, she took that puppy dog far away and left it in another place. И пока Нимай ходил купаться, но мыться на Гангу, она взяла этого щенка и унесла в другое место, подальше. That puppy dog, began wandering through the streets and chanting Hare Krishna. Но этот щенок стал гулять по улицам и кричать Харе Кришна. And then took a four-armed form and. И с тем он принял тоже четырехрукий облик и ушел к Господу. There was in New Govardhan farm in Australia, there was a dog called Hari Rama.
На ферме в Австралии, на ферме под названием Новый Говардхан, жила собака по кличке Харе Рама. And the temple, it's a very hot place there. Там очень жаркое место. The temple room walls are made of glass. И стены храмовой, алтарной комнаты, они сделаны из стекла. And you can see the deities through, from outside you can see the deities very easily. То есть можно без труда с улицы увидеть божества внутри. Yeah, beautiful deities. Очень красивые божества там. 3 altars. 3 алтаря. Gornitai. Then Shri Radha Govardhanadhari, the lifter of Govardhana. Рада Говардханадхари, тот, кто поднимает Говардхан. And then Krishna Balaram. Krishna Balaram. Big Govardhan Shila as well. Большая Говардхан Шила тоже. So every day this dog Hariram, he would come, for the program, sit outside and watch the deities during Mangal Arati. И каждый день эта собака Харе Рама приходила к храму, сидела на улице и через стеклянную стену смотрела на божества во время Мангал-арати. Again, greet the deities. Приветствовала божества, потом на Гуру-пуджи была. Like that. Even he would sit sometime when class was going on. Иногда он даже сидел во время лекции, слушал. And after, when he left his body, devotees had a feast in his honor. И когда собака это оставила тело, преданные в его честь устроили пир. And it was an article in the local newspaper also. И в местной газете написали статью, напечатали об этом. So, very difficult for animals to, make any spiritual progress. Животным очень трудно духовно продвигаться. But still, devotees are merciful. Но тем не менее, преданные к ним милостивы. There was in New Zealand Christchurch Temple. В Новой Зеландии есть храм в Крайстчерч. Был храм. Был разрушен. Землетрясение. Earthquake. Землетрясение произошло, и храм разрушился. Yeah, everything. Whole city. Center of the city completely. Весь центр города полностью был в развалинах. Earthquake and 3,000 aftershocks. И 3000 потом было этих, как они называются, последствий, да? Aftershock, как они? Погибших? Нет, 3000, толчков было после этого, после основного. Even I went there a few months later, even when I was there in the night, there was another earthquake. Я даже туда отправился уже позднее, значительно позднее, и даже ночью трясло все равно. So, I think it's calmed down now. Сейчас уже вроде успокоилось. And devotees got a lot of money from insurance. И преданные получили большую страховку. And now I'm building new temple. Сейчас они строят новый храм. With the money. На эти деньги. But anyway, previously they had a cockatoo. It's a kind of bird. Раньше у них был там попугай какаду. They only found mainly in Australia those birds. В основном эти попугаи, они обитают в Австралии. White color. Белого цвета. And yellow plume. С желтым этим, как это, хохолком. Usually they don't make such beautiful sound. Обычно их пение не очень красивое. But they can also learn to speak. Но они могут учиться говорить. And this cockatoo, he could say the whole Panchatattva mantra Jai. Как я думал, мог всю Панчататтву произнести. Панчататтву мантру. And also the whole Maha mantra. Всю Махамантру. And also he would say Jai Prabhupada. And Haribol Prabhu. So the devotees, they often kept him in the foyer, the entrance hall of the temple. И преданные часто они его держали в вестибюле храма. And when you came inside, Haribol Prabhu. Когда заходишь внутрь, тебе говорят Харибол Прабху. Who's speaking? Кто говорит? So yeah, they're very fortunate,
very fortunate. Очень удачливое животное, птица. Also there's a very famous temple in Kerala, South India. В Керале, в Южной Индии, есть знаменитый храм Guru Vayor. Гуру Вайор. It's a famous holy place. Известное святое место. It's a beautiful temple of Krishna. Красивый храм Кришны. And there they have this elephant procession every day around the temple. Каждый день там они ходят с процессией со слоном вокруг храма. The deities are, riding on the top of the elephant. И божество, оно катается на голове слона. So actually, when I was there, I saw that there's a book that they publish telling the story of different elephants that were servants of the deity. И я читал одну книгу, которую они издали. В этой книге рассказываются истории о разных слонах, которые служили божеству. They had many very special characteristics. И у них очень много таких особенных черт у этих слонов было. One elephant, he fasted every Ekadashi. Один слон постился каждой Экадаши. Not easy for an elephant. Это нелегко для слона. And there are many stories. Там много историй. One elephant, he left his body, he came into the temple and he offered, they're trained to offer obeisances in the front of the deities before they carry the deities. То есть их обучают склоняться в поклоне перед божествами, прежде чем божества поставят им на спину. И один слон, он, делая поклон, оставил тело. Yes. Very fortunate way to leave your body. Это очень удачливое покидание тела. So like that, sometimes, yes, animals, by the mercy of devotees, they can make some spiritual progress. Так что иногда, да, по милости преданных, животные могут духовно прогрессировать. Even sometimes devotees have to take birth as animals. Даже иногда преданным приходится рождаться как животным. As we learn from the Bhagavatam, Bharat Maharaj. Как это мы знаем из Бхагаватам, в случае Бхарата Махараджа. He became too much attached to a deer. Он слишком привязался к олененку. Even though he was a highly advanced devotee on the level of Bhava. Хотя он был очень продвинутым преданным на уровне Бхавы. And he had to take birth as a deer in the next life. Ему пришлось родиться оленем в следующей жизни. But not an ordinary deer. Но он был необычным оленем. He could remember his previous life as Bharat Maharaj. Он помнил свою прошлую жизнь Бхарата Махараджа. Therefore he stayed near the ashram of some devotees. Поэтому он остановился, жил у ашрама каких-то преданных. He would listen to their kirtan, their discussion of Krishna Katha. То есть, будучи оленем, он слушал их киртаны, их Кришна-катху. He would take the remnants of their prasadam. Он питался остатками их прасада. In this way remained Krishna conscious even in the body of a deer. Так он оставался сознающим Кришну даже в теле оленя. So yes, many of you very busy. Многие, видимо, на работу спешат. Okay, Hare Krishna. So yes, but especially we should concentrate on giving Krishna consciousness to human beings. Но в особенности мы должны сосредоточиться на том, чтобы давать сознание Кришны людям. Because they have the intelligence, higher intelligence to understand spiritual matters. Потому что у них есть высокий разум, способный понять духовные темы. Okay, Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Shrila Prabhupade ki jai, Nitai Gaura Prem, Hare Krishna. Okay, I think we'll finish there because we also have to go. Надо ехать уже, поэтому надо закончить. Тоже поедем в Екатеринбург. Спасибо вам большое. Пусть Кришна благословит вас. Харе Кришна.